Здравствуйте, друзья! Тема борьбы с сорняками всегда была и остается актуальной для многих садоводов. Каждый ведет свою нелегкую борьбу, применяя разные методы. Например, используя постоянную прополку или же обработку гербицидами. Есть и те, кто отдает предпочтение мульчированию или очень плотной посадке растений. Но у каждого из этих способов есть свои недостатки. Про вред гербицидов я не стану рассказывать, об этом знают все. На прополку уходит много сил и времени. К тому же этот метод эффективен лишь временно, так как семена сорной травы разносят не только ветром, их распространяют по саду даже муравьи. Мульчирование – это, пожалуй, самый экологический и действенный вариант. Правда, работает он всего несколько лет, в зависимости от качества мульчирующего материала. Если это кора, то огромное значение имеет ее фракция. Чем она крупнее, тем дольше сможет пролежать, не разлагаясь. Но и цена за такую будет в разы выше. Продлить срок мульчи и не дать шанса прорастать сорнякам помогает слой плотного черного геотекстиля, который желательно проложить перед мульчированием. Однако все эти материалы стоят немалых денег. Учитывайте также, что мешков коры или мульчи для укрытия большой территории вам потребуется много, ведь класть вам ее придется достаточно толстой подушкой. Сквозь тонкий слой сорняки все равно прорастут. Вопрос лишь времени. Поверьте, толку от такого мульчирования никакого не будет. Вы только потратите свои деньги и силы. В моем же варианте сорняки со временем пропали сами по себе. И никакой из всех вышеперечисленных методов я не использовала. Тут сработал обычный природный способ замещения. А конкретно, растущие годами сорняки-аборигены вытеснил один очень неприхотливый, вечно зеленый почвопокровник, который отлично приживается даже в тенистых местах и растет без какого-либо ухода. Речь идет про зимостойкий садовый плющ. Только не путайте его с комнатной теплолюбивой культурой. Когда-то я его специально покупала для декорирования своего сада. Высадила сразу большое количество веточек с воздушными корешками. В первые пару недель поливала, чтобы они укоренились и пошли в рост. Далее моему плющу уже никакого ухода не требовалось. Он сам себе добывает влагу и необходимое питание. Очень неприхотливое и выносливое растение. Нетребовательное к качеству грунта. Эта вечнозеленая лиана растет сама по себе, укрывая почву со временем своим плотным, невысоким ковром из глянцевой листвы с интересным рисунком. У меня он высажен в полутени и красиво декорирует участок сада, где раньше велась постоянная борьба с разными сорняками. Покрытие из плюща не только избавило меня от изнурительной прополки, но и заменила мульчу для моих гортензий, хост и прочих растений. Его веточки прикрывают почву от лучей солнца и сохраняют в ней влагу. Это не только удобно, но и очень красиво. К тому же эта вечно зеленая лиана декоративно выглядит весь год, даже зимой. Плющ может расти как почвопокровник или эффектно оплетать разные вертикали и прочие опоры. Он красиво прикроет неприглядные стволы старых деревьев, стены хозяйственных построек или неэстетичный забор. Для быстрого создания густой живой изгороди и вертикального покрытия веточки понадобится высадить на небольшом расстоянии друг от друга. Плющ – это совершенно неприхотливый многолетник, который будет украшать ваш сад круглый год, а заодно и избавит вас от докучливых сорняков. Он также способен расти даже в тенистых местах и на глинистой почве, как в моем случае. Можно сказать, что это растение помогло мне привести в более аккуратный вид запущенную территорию сада в тени, где я ранее постоянно боролась с крапивой, одуванчиками, золотарником и прочими злостными агрессорами. Теперь же там красивый, вечно зеленый ковер и посажены некоторые крупные декоративные растения. Однако хочу вас предупредить, что в холодных садах не станут расти теплолюбивые виды плюща. Мой зимостойкий экземпляр отлично зимует в 5-й климатической зоне. Никаких проблем с ним за многие годы я не наблюдала.
Также существует ошибочное мнение, что эта лиана наносит вред деревьям. Ничего подобного я не замечала. Плющ имеет короткие воздушные корешки, с помощью которых он крепится к коре. Основное питание это растение получает через корневую систему, находящуюся в почве. С помощью этой вечно зеленой лианы можно воплотить в жизнь самые разные и интересные идеи по декорированию участка. Из плюща легко вырастить сплошные зеленые стены, разделить участок на функциональные зоны, высадить живую изгородь или вечно зеленые ширмы, чтобы скрыть участок от посторонних глаз или создать тенистый уголок для отдыха. Плющ задекорирует деревянные перголы, садовые арки, склоны и даже фасады домов. Если вы захотите воплотить подобную идею, я могу вам в этом помочь. Я реализую очень дешево веточки разной длины, от 50 см и более метра. Кому интересно, информацию для связи я оставлю в описании под этим роликом. Также все вопросы вы можете задавать в комментариях. Я, как всегда, буду благодарна всем вашим советам и лайкам. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на функцию колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк и до новых встреч в нашем добром саду.